Молодой офицер дорожной полиции Алексей Демин остановил траурный фургон на шоссе неподалеку от Новосибирска во время стандартной проверки документов. Затем он потребовал от водителя открыть гроб. То, что произошло дальше, превзошло все его самые страшные ожидания. В тот вечер, когда Алексей патрулировал оживленный участок трассы, его внимание привлек катафалк, который показался ему подозрительным. Алексей вспомнил криминальную драму, где преступники перевозили наркотики в катафалке вместо настоящего покойника. Неужели сейчас он стал свидетелем подобной схемы? Алексей служил в полиции всего 8 месяцев и за это время не раскрыл ни одного серьезного преступления. Коллеги часто подтрунивали над ним, считая неудачником. Чтобы повысить свои навыки, он в свободное время смотрел криминальные фильмы и читал детективы, надеясь подчеркнуть что-то для службы. Воодушевленный возможностью проявить себя, Алексей решительно махнул рукой, приказывая водителю катафалка остановиться. Он представился и вежливо, но настойчиво спросил у водителя о содержимом гроба. Водитель, угрюмый мужчина по имени Олег, раздраженно ответил, что в гробу тело недавно скончавшегося человека. Такой ответ не удовлетворил Алексея, и он потребовал открыть крышку гроба. Олег замешкался, что усилило подозрение офицера. Чтобы усилить давление и проверить реакцию, Алексей сказал, что отделу полиции поступила информация о перевозке запрещенных веществ именно в катафалке, поэтому сегодня они проверяют все траурные автомобили. Видя, что водитель начинает нервничать, Алексей почувствовал, что не ошибся. После минутного спора, когда Олег так и не собирался открывать гроб, Алексей достал табельный пистолет и, направив его на водителя, приказал открыть крышку. Он слишком насмотрелся боевиков, чтобы знать, что немного угрозы может сломить преступника. Водитель нехотя открыл гроб и показал содержимое. Алексей внимательно посмотрел внутрь, не спуская взгляда с водителя, и его уверенность в своей теории сменилась разочарованием. Внутри действительно лежала молодая женщина. Она казалась мертвой. Алексей убрал пистолет в кобуру, охваченный странным чувством вины и разочарования. Мужчина, который казался ему идеальным преступником, теперь выглядел скорее раздраженным, чем виновным. Водитель, явно торопясь, хотел поскорее закрыть гроб и вернуться за руль. Это нетерпение вновь пробудило у Алексея подозрение. Несмотря на кажущееся безобидным содержимое гроба, поведение водителя показалось ему странным. Чутье подсказывало — здесь что-то не так. Алексей начал расспрашивать, куда направляется катафалк. Раздраженный Олег ответил, что едет на кладбище возле села Березовое. Алексей задал уточняющие вопросы. Какое именно кладбище и что стало причиной смерти молодой женщины? Водитель с раздражением пояснил, что женщина была одинокой, страдала алкоголизмом и умерла от сердечного приступа. Но молодая женщина совсем не выглядела как человек, годами страдавший алкоголизмом. Аккуратное лицо, без следов запущенности, чистая кожа и свежая пижама, в которой она была одета, как будто ее смерть настигла внезапно, прямо во время сна. Алексея не покидало ощущение, что он столкнулся с чем-то ужасным. Он спросил, есть ли у женщины родственники, и водитель поспешно ответил, что есть. Когда Алексей собирался выяснить, почему женщина была в пижаме и как именно все произошло, водитель внезапно нанес ему сильный удар по голове. Алексей потерял сознание и рухнул прямо у катафалка. Очнувшись, он понял, что оказался запертым внутри того самого гроба, лежа рядом с женщиной, которая казалась мертвой. Его охватила паника. Что хуже — лежать с трупом или быть заживо похороненным? Он ощупал карманы и нащупал телефон, но сигнала не было. Вдруг Алексей услышал тихий стон. Сначала он подумал, что его воображение разыгралось, но звук повторился. Это исходило от женщины, которая считалась мертвой.
Алексей с трудом сдержался, чтобы не закричать. Когда первый шок прошел, он осознал. Женщина все еще жива, просто без сознания. С новой надеждой он стал стучать по крышке гроба, надеясь, что кто-то услышит. Через несколько минут машина остановилась. Алексей приготовился к тому, что водитель откроет крышку, и он сможет напасть на него, но надежду разрушили голоса двух других людей. Преступники аккуратно вытащили гроб из катафалка, направились к свежевырытой могиле на кладбище возле Березового и опустили его в яму. Алексей в отчаянии закричал, требуя открыть гроб, но никто не обратил внимания. Мужчины начали засыпать гроб землей. Алексей понял, что их с женщиной пытаются похоронить заживо. В какой-то момент звуки снаружи стихли. Через примерно 10 мучительных минут он услышал другой голос. Это был незнакомец, который пытался открыть гроб. Алексей включил фонарик на телефоне и осветил женщину, лежащую рядом. В этот момент она медленно открыла глаза. Алексей попросил ее сохранять спокойствие, и она кивнула. Человеком, который открыл гроб, оказался Сергей, местный сторож кладбища. Он заметил, как 3 подозрительных мужчин закапывали свежую могилу, и это вызвало его подозрение. Сергей подошел к катафалку, чтобы проверить, и увидел пистолет на полу автомобиля, поняв, что имеет дело с вооруженными и опасными людьми. Когда преступники ненадолго отошли в сторону, чтобы выпить и обсудить дальнейшие действия, Сергей использовал шанс и помог выбраться Алексею и женщине из гроба. Полицейский, не теряя времени, схватил лопату и вместе со сторожем напал на преступников. Ударив водителя лопатой по голове, он сбил того с ног. Офицер и сторож быстро обезвредили 2 сообщников, прежде чем те успели прийти в себя. Теперь у Алексея вновь был сигнал на телефоне, и он сразу вызвал подкрепление и скорую помощь. Полицейское расследование показало, что женщину, которую преступники пытались похоронить заживо, звали Елизавета. Она была обеспеченной и влиятельной женщиной, а заказчиком ее убийства оказался собственный муж, который хотел завладеть ее состоянием. Задержанные преступники во всем признались, и мужа Елизаветы арестовали. После раскрытия преступления женщина была спасена, и между ней и Алексеем возникла особая связь. Пережитый вместе ужас сблизил их, и со временем они начали встречаться. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.